Привет, друзья! Я знаю, давно не было новых фильмов. Жизнь, работа, бесконечные дела, но сегодня все меняется. Мы снова в пути, и на этот раз в одно из самых удивительных мест на Земле. Где-то на юге штата Юта, среди пустынь, сосен и больших американских дорог, спрятан один из самых необычных национальных парков в мире. Его не видно с трассы. Свернул, и вдруг перед тобой открывается нечто, что похоже на амфитеатр для гигантов. Здесь не бывает одинаковых дней, не бывает одинаковых форм, и каждый, кто сюда приходит, уходит немного другим. Добро пожаловать в Брайс Кэньон! Погнали! Брайс — это не просто каньон, это каменный амфитеатр, вырезанный временем, ветром и водой. Тысячи башен, столбов, окон и арок, все из света и песка. Каждая фигура будто живая, и у каждой свой характер. Эти скальные образования называются худу. Да, звучит забавно, но стоишь рядом и смех уходит. Некоторые из них похожи на старцев, другие на сказочные башни, а кое-где просто хаос. Красивый, дикий, волшебный хаос. И вся эта красота не чье-то искусство, это работа воды. Капли дождя, ночные морозы, трещины, миллионы лет терпения. И вот он, пейзаж, от которого перехватывает дыхание. Тропа ведет все глубже. Идешь, не зная, что будет за следующим поворотом. А там новая форма, новый свет, новая тишина. В какой-то момент ты начинаешь замечать то, что обычно упускаешь. Как звучат шаги в песке, как шорох ветра об скалу вдруг напоминает голос, как цвет неба меняется на 2 тона. И это делает весь пейзаж другим. Такие моменты невозможно придумать. Их можно только прожить. Иногда ты просто идешь молча, с камерой в руке, но не ради лайков, а просто чтобы не забыть. Наверху ты был наблюдателем, а теперь участник. Тишина начинает звучать по-другому. И ты тоже. Коренные народы Пaiute верили, что эти башни не просто скалы. Они считали, что это люди, которых духи превратили в камень. За гордость или за что-то еще, чтобы напомнить, мы здесь ненадолго. И правда, когда идешь по этим тропам, хочется идти тише. Все здесь временно. Эти стены рушатся медленно, миллиметр за миллиметром, каждый год. И то, что ты видишь сейчас, никто уже не увидит точно так же. Оно будет другим. Может быть, в этом и есть смысл. Быть свидетелем, прожить, запомнить. А вот и немного истории. Название Брайс Кэньон появилось благодаря Эбенезеру Брайсу, мормону, который жил здесь в 1800-х годах. Когда его спрашивали, каково это — жить рядом с таким чудом, он отвечал: «It's a hell of a place to lose a cow». Вот так и осталось. Брайс Кэньон. Мы видим волшебство, а он искал корову. Чем дальше, тем сильнее работает воображение. Арки, окна, стены, щели. Сквозь них лучи, сквозь них ты сам. Дети видят здесь драконов, собак, скелеты, гигантских пауков. А взрослые? Мы стараемся быть серьезными, но втайне фантазируем не меньше.
В таких местах это нормально. Здесь вообще многое становится нормальным. Говорят, что ночью здесь можно увидеть больше звезд, чем людей за весь день. Брайс Кэньон – одно из самых темных мест США. Здесь нет городского света, нет фонарей, нет шума, только ты и небо. Иногда кажется, будто ты стоишь на дне океана, а над тобой звезды, как светящиеся искры в медленном танце. Это не просто темнота, это тишина в световом виде. И если повезет, ты запомнишь ее на всю жизнь. Поэтому, если у вас будет такая возможность, обязательно проверьте. И напишите в комментариях, так ли это. Ученые называют Брайс окном во Вселенную. Здесь проводят даже астрономические фестивали, ставят телескопы прямо на тропах, и каждый может увидеть кольца Сатурна или далекие туманности. Представь, ты идешь по Земле, созданной миллионами лет, и смотришь в космос, которому миллиарды. Эти тропы можно пройти и в одиночку, но когда рядом идут твои люди, каждый поворот, каждый вид будто становится ярче. Ты смотришь не только глазами, но и через их улыбки, через их удивление. И именно это остается в памяти сильнее всего. Первые туристы сюда добрались только в начале 20 века, и многие просто не верили глазам. Думали, что это рисунки, что так не бывает в реальности. Газеты тогда писали: природа словно решила поиграть в скульптора. И это, наверное, самое точное описание из всех. Говорят, что зимой Брайс совсем другой. Худу покрывается снегом, и тогда весь каньон выглядит как огромный торт с сахарной пудрой. Летом он огненный, зимой сладкий. И оба раза настоящие. В Брайсе нет одной дороги. Здесь есть десятки троп. Они переплетаются, соединяются, расходятся. Иногда кажется, что это не парк, а огромный живой лабиринт, где за каждым поворотом новая история. У каждой тропы здесь есть имя. Queen's Garden, Navajo Loop, Пикабу. Они звучат как главы из книги, и пока идешь, правда кажется, что ты перелистываешь страницы. Говорят, что самое сильное время здесь – рассвет и закат. Когда солнце низкое, башни словно загораются изнутри. В этот момент Брайс похож на огромный костер, только вместо огня – камень. У нас этого не случилось, облака закрыли небо, и закат мы увидели только в чужих рассказах. Но, может быть, именно это и хорошо, у нас осталась причина вернуться. Поэтому, если у вас получилось это увидеть, поделитесь своим рассказом с остальными. Мне кажется, это тот случай, когда каждый увидит немного по-своему.
Мы не спешили, не считали километры, просто шли. Иногда садились на камень, молчали, кто-то доставал яблоко, кто-то показывал пальцем «смотри». И в эти минуты не было гонки, только покой, только здесь и сейчас. Но все хорошее требует усилий, и путь назад уже не прогулка. Подъем, шаг, еще. Ноги гудят, фотоаппарат тянет плечо. Ты вспоминаешь, что дома ты не так уж и спортивен, но сейчас ты в движении, а значит жив. Иногда ты просто идешь, смотришь под ноги, считаешь шаги, вдыхаешь пыль, а потом поднимаешь голову и понимаешь, этот день один из самых теплых в твоей жизни. Не потому что солнце, а потому что все было по-настоящему. Потому что ты прошел этот путь не один. Быть рядом не значит говорить. Быть рядом значит идти вместе. Сквозь подъемы, сквозь гром, сквозь тишину. И если это получилось, значит этот день стал частью тебя. Брайс невозможно охватить взглядом. Ты всегда видишь только часть, а остальное скрывается за поворотами, за стенами, за горизонтом. Именно в этом его сила. Он всегда больше, чем ты способен представить. Брайс — это храм, созданный не руками людей. Его колонны выше, чем любая башня, и его тишина громче любых слов. Здесь все устроено так, чтобы ты почувствовал себя частью чего-то большего. И вот, когда кажется, что осталось совсем немного, в небе раздается гром. Сначала где-то далеко, красиво, потом ближе, а потом уже не до шуток. Мы почти дошли до парковки, когда небо разверзлось. Дождь хлынул стеной, но знаете, это было идеально. Финальный аккорд, сильный, мокрый, настоящий. Правда, показать вам этого я не смогу. Пришлось прятать камеру. Но может быть, именно поэтому этот момент остался только внутри нас. Спасибо, что были здесь. Словами, взглядом, сердцем. До встречи в следующей истории. Где-то на тропе, где-то в кадре, где-то вместе. Пока-пока. До скорых встреч. Дело было так. Спуск был 320, оказалось 640. Вот, вид. Про глубину. Я не знаю, что они делают, но это очень большой обман. Я буду связываться с главными инопланетянами, которые построили это все чудо здесь. Вот. Они замаскировали очень много вышек. Вот. Это все вышки. Песком присыпано. Не знаю, что они здесь делают, но это надо выяснить.